На Южном Кавказе назревает геополитическая буря, где старые союзы рушатся, а на их месте рождаются новые, еще более сложные и потенциально опасные конфигурации. Азербайджан, ощутив себя победителем в недавнем конфликте, делает дерзкую ставку на полную независимость от Москвы, которая, в свою очередь, пытается удержать ускользающее влияние, оказывая давление на своего последнего формального союзника в регионе – Армению. В эту сложную игру активно вступают Турция, Иран, Европейский Союз и Соединенные Штаты, превращая Кавказ в глобальную шахматную доску. Происходящее – не просто локальный конфликт, а видимый процесс формирования нового баланса сил. Ключевой точкой отсчета стало признание авторитетного американского издания Foreign Affairs, которое прямо заявило: за последние 5 лет судьба Азербайджана изменилась кардинально. Победа во Второй Карабахской войне стала для Баку не просто триумфом над Арменией, а, что гораздо важнее, избавлением от стратегической зависимости, в первую очередь от России. Москва уступила значительную часть своего регионального влияния, и у Баку выросли региональные амбиции. Эти амбиции немедленно проявились в конкретных действиях. От демонстративного игнорирования президентом Ильхамом Алиевым заседаний СНГ до его прямого совета украинскому журналисту не мириться с оккупацией, что было воспринято как недвусмысленный выпад в сторону Кремля. С российской стороны реакция оказалась не менее резкой. Депутат Госдумы Константин Затулин, более не стесняясь в выражениях, констатировал: «Долгое время они нас обманывали словами о стратегическом партнерстве и союзничестве. А сегодня у Азербайджана больше нет необходимости представлять себя близким союзником России». Таким образом, политический развод можно считать оформленным. Баку стремится к роли регионального лидера, ключевого энергетического партнера для Европы, и больше не желает оглядываться на Москву. Однако, как отмечают даже союзные турецкие эксперты, эти достижения хрупки, так как экономика Азербайджана все еще критически зависит от цен на энергоносители, а геополитическая игра, в которую ввязался Алиев, крайне рискована. По некоторым источникам и по инсайдерской информации, которую нам удалось получить, в кремлевских кругах до сих пор рассматриваются планы втянуть Армению в новую войну с Азербайджаном. При этом речь, как сообщается, идет не просто о дестабилизации ситуации, а о возможном отстранении от власти действующего премьер-министра Никола Пашиняна, который, по мнению этих источников, вряд ли согласится на подобную авантюру. Есть данные, что в Кремле ищут пророссийского надежного заменителя Пашиняна. Человека, с которым можно будет демонстрировать дружественные отношения, а на деле готовить Армению к будущему конфликту. Варианты обсуждаются разные. Либо война за Карабах, либо даже за Нахидживан, регион, который 100 лет назад имел совершенно другую судьбу. В начале 1920-х годов, в период создания Советского Союза, Нахидживан считался армянским. Однако под давлением большевиков и лично Ленина регион был отдан фактически Ататюрку, чтобы обеспечить сухопутную связь между Турцией и Азербайджаном. Взамен Ленин рассчитывал на то, что Турция примет коммунистическую модель и станет союзником в борьбе против Запада. Это был геополитический торг, в котором армянские интересы были полностью проигнорированы. По договоренности Ататюрк должен был создать коридор между Турцией и Азербайджаном, и именно Нахидживан стал этой связующей территорией. Однако, чтобы этот план стал реальностью, Турции необходимо было получить также Сурмалинский уезд, важный участок армянской земли. Через него проходила прямая дорога, соединяющая Турцию с Нахидживаном, что делало Сурмалинский уезд стратегически критическим звеном. Таким образом был создан сухопутный коридор, за который Армения расплатилась частью своей исторической территории. Несмотря на это, армянская армия в тот период все же успела временно взять под контроль Нахидживан. В боях за этот регион участвовали выдающиеся армянские командиры – Драстамат Канаян, Андраник Азанян, а также фидаины, продолжавшие дело Геворга Чавуша. Под их командованием армянские войска вытеснили азербайджанские и турецкие силы, восстановили порядок и армянское присутствие на этих землях. Но итог оказался предсказуемым. Под давлением Москвы и в рамках стратегических договоренностей с кемалистской Турцией
Нахичеван был окончательно передан Азербайджану как фактический подарок Ататюрку. Так завершился еще один трагический эпизод, в котором армянские земли были разменной монетой в игре чужих интересов. Игра, последствия которой до сих пор аукаются региону. Центральным элементом и физическим воплощением этой новой большой игры стал Зангезурский коридор – транспортный маршрут через Сюникскую область Армении, который должен связать основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью. Но его значение гораздо шире. Для Турции это прямой выход в тюркский мир Центральной Азии. Позиция Баку и Анкары однозначна – пробить коридор. Турция уже заручилась финансированием в размере 2,4 миллиарда евро на строительство подходящей к нему железнодорожной линии. Финансирование обеспечено группой кредиторов во главе с японским MUFG Bank при поддержке экспортных агентств Швеции, Австрии и Исламского банка развития. Для президента Эрдогана это часть глобального плана по установлению гегемонии, ослаблению влияния России и Ирана, а также созданию конкуренции китайским транспортным проектам. Армения со своей стороны готова предоставить дороги, но категорически против коридорной логики, справедливо видя в ней угрозу потери суверенитета над своей стратегически важной территорией. Вмешательство в этот спор США выводит конфликт на новый уровень, превращая его из регионального спора в арену противостояния глобальных интересов. Зангезурский коридор перестал быть просто инфраструктурным проектом. Он стал линией геополитического разлома. Ситуация усугубляется тем, что в конфликт активно втягиваются новые, крайне взрывоопасные силы. Иранские СМИ сообщают о посадке тяжелых военно-транспортных самолетов армии Израиля в Баку, а на азербайджано-иранской границе наблюдается повышенная военная активность. Реакция Тегерана не заставила себя ждать. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прямо заявил: «Мы готовы к любым военным шагам со стороны Израиля и способны нанести ответные удары». В этой напряженной обстановке Ильхам Алиев демонстрирует чудеса дипломатической эквилибристики. Он публично обвиняет европейских наблюдателей, размещенных в Армении, в том, что они являются профессиональными шпионами, ведущими разведывательную деятельность против Ирана. Этим он посылает сигнал Тегерану, пытаясь его успокоить, в то время как его аэропорты, по всей видимости, продолжают принимать израильские борты. Вишенкой на торте этой многовекторной политики становится неожиданный реверанс в сторону Дональда Трампа, которого Алиев хвалит как человека, который заканчивает войны, и с которым разделяет семейные ценности. Трамп, в свою очередь, репостит это выступление, а Алиев публично благодарит его. На фоне этих сложных маневров те, кто теряет позиции в регионе, вынуждены реагировать. Армения оказалась в тяжелейшем положении. Как подтверждает аналитический доклад авторитетного нидерландского центра Кlingendael, Ереван пытается дистанцироваться от России, которая не выполнила своих союзнических обязательств, и диверсифицировать внешнюю политику в сторону ЕС и США. Однако критическая зависимость от Москвы в экономике, энергетике и логистике не позволяет сделать резкий разворот. Россия, теряя влияние на Баку, пытается силой удержать Ереван в своей орбите. Согласно появляющимся сообщениям, российские силовые структуры начали оказывать давление на бизнес армянских предпринимателей, близких к премьер-министру Пашиняну. Но это лишь видимая часть айсберга. По инсайдерской информации, в Кремле рассматривают и более радикальный план – снова сделать основную ставку на Армению, чтобы использовать ее как главный рычаг давления на Азербайджан. Эта стратегия может включать в себя подготовку к военным действиям со стороны Армении, для чего, естественно, потребуется массированная накачка страны российским вооружением. И пока идут политические игры и дипломатические торги, реальные действия говорят громче любых заявлений. За первое полугодие 2025 года Азербайджан увеличил расходы на оборону и национальную безопасность на 26,3%, доведя их до 2 миллиардов 260 миллионов долларов, что составляет почти четверть всех расходов государственного бюджета. Одновременно с этим министры обороны Азербайджана и Турции подписывают в Стамбуле меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности.
Вывод очевиден. На фоне формальных мирных переговоров Баку и Анкара системно наращивают военную мощь и укрепляют свой альянс. Этот резкий рост милитаризации является недвусмысленным сигналом о том, что слова о мире могут в любой момент смениться силовой операцией. Кавказский узел затягивается все туже. Азербайджан сделал свой ход, но в этой новой большой игре слишком много участников, а ставки высоки как никогда. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.